Добрый день, дорогие подписчики и гости канала. Сегодня с вами я, один из авторов телеграм-канала «Генерал СВР», генерал-лейтенант службы внешней разведки. Тот человек, которого вы знаете как Виктор Михайлович. Сегодня у нас четверг, 7 марта. Сразу хочу поздравить всех наших уважаемых и горячо любимых женщин с праздником весны, который наступает завтра. Вне всякого контекста, не будем вспоминать сейчас ни Клару Цетко, ни Розу Люксембург, которые каким-то чудесным образом обосновали логичность этого праздника. Я считаю, что любой, скажем так, повод поздравить наших уважаемых женщин, это всегда замечательно. В наших многострадальных странах, я имею в виду практически все страны, которые появились после развала бывшего Советского Союза, да и сам Советский Союз был страной довольно-таки многострадальной. Столько, сколько натерпелись наши женщины, это, конечно, не передать и в многотомных сочинениях, да, в многотомных мемуарах, вернее. Просто не передать. Действительно тяжелая ноша, которую несут женщины, и надо понимать, что любой повод для них обрадовать их, это серьезно. И это должно быть вне всяких сомнений. Поэтому поздравляю наших уважаемых мам, сестер, любимых, дочерей. Всех поздравляю с праздником весны. Желаю прежде всего здоровья. Ну и, конечно, терпения дождаться перемен. А перемены уже не за горами. Мы сделаем все возможное, чтобы эти перемены принесли вам счастье, благополучие, чтобы принесли спокойствие в ваши дома, чтобы принесло достаток, чтобы принесли перспективы на самое лучшее. Поэтому поздравляю и думаю, что к моим поздравлениям присоединятся наши уважаемые зрители и слушатели мужчины. Так, теперь приступим к выпуску. Я хочу сразу напомнить, что в комментариях к этому ролику вы можете оставить свои вопросы. Перед тем, как формулировать вопрос, ставьте знак вопроса, либо пишите слово «вопрос» и дальше формулируйте. Хочу также напомнить, что у нас есть Patreon. Я понимаю, что далеко не у всех в России есть возможность подписаться, далеко не у всех есть карты иностранных банков. Тем не менее, если у вас есть такая возможность, подпишитесь, не пожалеете. Там я рассказываю гораздо больше, чем в основном эфире, по понятным причинам. Я многие вещи не могу рассказывать на широкую аудиторию, а вот на наш, скажем так, кулуарный клуб, там я более свободен в своих высказываниях, и там я рассказываю гораздо больше, чем, видимо, радую наших подписчиков. Ну, по крайней мере, в комментариях в Patreon я вижу, что есть слова благодарности и признание того, что делюсь информацией гораздо более широко. Также хочу напомнить нашим уважаемым зрителям и слушателям, что можно подписаться и на этот канал, и нужно. Надо поставить лайки. Как мне говорит наш администратор, по статистике более 70% смотрят без подписки. Я думаю, ничего экстраординарного не произойдет. Если вы подпишетесь, вы только выиграете. Только выиграете в том, что будете получать информацию гораздо раньше, чем все остальные. Наши постоянные зрители и слушатели об этом прекрасно знают. Ну и, конечно, поставьте лайк авансом, если вас это не затруднит. Это поможет распространению нашей информации в рейтингах YouTube. Так, уважаемые зрители и слушатели, давайте приступим. Алексея Навального похоронили. Репрессии к тем, кто посетил похороны, тем, кто, скажем так, высказывал в том числе в социальных сетях слова поддержки и родственникам, и коллегам Алексея Навального, и прощальные слова написал в социальных сетях, ну, либо высказал их открыто. Больших репрессий, широких репрессий не будет. Есть общее понимание у нынешней власти, что надо сдержаться на какое-то время. Есть небольшие подвижки на среднем и низшем уровнях восприятия у спецслужб, как надо себя вести. Имеется в виду в репрессивном стиле. Но начальство их одергивает, и я надеюсь, что
в итоге все будет в порядке. Еще раз хочу высказать свои соболезнования родственникам Алексея Навального и слова поддержки его соратникам. Так, теперь перейдем к событиям. Двойник под видом президента России Владимира Путина колесит с предвыборной риторикой, посетил Сочи, в Сочи провел несколько незабываемых встреч, нагородил опять кучу всего. Я уже даже, честно говоря, теряюсь, на каких встречах он высказал какой бред. Да, в сущности, это не столь важно. Вспоминал не так давно, если мне память не изменяет, именно в Сочи, а может быть и накануне, вспоминал двойник о том, что он самый знаменитый из всех лесорубов. Это, конечно, тоже воспоминание из его прошлой жизни, из жизни, скажем так, человека далекого от власти. Ну вот, и у него на ум приходит. Ведь он не может, да, делиться воспоминаниями президента России Владимира Путина. Этих воспоминаний у него просто нет. У него есть понимание, как жил Путин, да, есть понимание того, какие события происходили, но делиться воспоминаниями искренне, именно искренне, конечно, он может только своими. Ну так вот, плотник 4-го разряда, морской пехотинец и теперь еще и лесоруб Васильевич, родившийся в Республике Беларусь и проживавший большую часть жизни именно там. Все больше и больше выдает о себе информации двойник, но это интересно таким экспертам, как наши уважаемые зрители и слушатели, которые вне всяких сомнений разбирают поведение двойника, его промахи, его мемы многочисленные и так далее, и так далее. Большая же часть зрителей в России пытается адаптироваться с реальностью, пытаются адаптировать, вернее, реальность под увиденное и услышанное. Пытаясь не замечать, дескать, бывает. Почему бы президенту России Владимиру Путину не рассказать о том, что он морской пехотинец, хотя это, конечно же, не так. Не рассказать о том, что он плотник 4-го разряда, не рассказать о том, что он один из самых знаменитых лесорубов. Ну, хорошо, слава богу, что он не сказал, что он канадский лесоруб, и при этом не спел песню канадских лесорубов. Это было бы совсем забавно. В таком случае переизбрание в кавычках Путина было бы очень затруднительным. Ну да ладно. Так, теперь немножко коснемся раздора в элитах. Когда читаю многочисленные вопросы наших уважаемых зрителей и слушателей касательно того, а что будет, если элиты не поссорятся, а что будет, если в Политбюро 2.0 будет мир и покой, я вам скажу, что это практически нереально. Даже такое событие, как смерть Навального, которое не стало черным лебедем, надо опять-таки отдать должное, тем не менее всполошило и так называемое Политбюро 2.0, не говоря о том, что действительно поставило буквально на уши и элиты 2-го и 3-го эшелона. Это серьезная тема для раздора, в том числе и в Политбюро 2.0, и тема, которая поднимает основной слой тех проблем, которые давным-давно накопились между членами так называемого Политбюро. Здесь интересны следующие вещи. Уже сейчас перспективы, которые были фактически уже изложены на бумаге, как фактически уже были закреплены те договоренности между членами так называемого, еще раз повторю, Политбюро 2.0, они прекратили свое существование. Эти договоренности. Отказались часть российского руководства выполнять взятые на себя ранее договоренности. Это касается формирования правительства, это касается в том числе и перспектив транзита. Пока
пока еще по поводу транзита идут прения, а вот по поводу некоторых кандидатур в будущем правительстве, ну, сейчас уже сейчас эти договоренности обнулены. Это, еще раз повторяю, настраивает этих людей друг против друга. Быть в мире и согласии существовать практически невозможно для них. Это практически невозможно. Это, это просто немыслимо. Те противоречия, которые они отбросили для того, чтобы объединиться, они не в состоянии спрятать их надолго, не в состоянии жить в мире и согласии. Слишком разные люди и слишком разные интересы. Так вот, кризис близок, кризис власти. Разброд и шатания будут уже сразу после выборов. Это понятно уже сейчас, потому что обговариваются новые кандидатуры, и те люди, которые лоббировали своих людей, ну, в том числе и на силовых, и на руководителей силовых структур. Здесь уже идут такие даже не дебаты, а жесткое противостояние. Посмотрим, чем закончится. Я думаю, что закончится все большим крахом нынешнего режима. Не скажу, что этот крах будет непосредственно сразу по окончанию выборов, но то, что это будет серьезнейший кризис, который разразится впервые за 25 лет, в этом у меня, например, нет никаких сомнений. Так, уважаемые зрители и слушатели, хочу вам напомнить, что наш с вами эфир сегодняшний, такое недолгое общение, мы с вами уже более 11 минут в эфире, поэтому хочу напомнить, что вы можете оставить свои вопросы в комментариях к этому ролику, перед этим пишите слово «вопрос» или ставьте знак вопроса. На ваши вопросы я отвечу уже завтра или в субботу, посмотрим, когда будет время. Извините. И, конечно же, подписывайтесь на Patreon. Ссылка на Patreon есть в описании к этому ролику. Открывайте описание полное. Там идет двухэтапное открытие описания, поэтому открывайте полностью. Ссылочка на наш Patreon. Переходите, подписывайтесь и будете знать больше. Там я отвечаю на все поставленные вопросы. Ну, по мере возможности, потому что там наши выпуски 2 часа длятся. Там где-то на протяжении 2 часов я отвечаю на ваши вопросы. Все, еще раз хочу поздравить наших уважаемых женщин с 8 марта. Всем всего доброго и всего хорошего. Хочу напомнить, что мы вас любим, это искренне, это самое главное. Мы работаем для вас. Всего доброго, до свидания.